Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Анна Гейшерик, вы смотрите мой новый канал «Прямая речь». И вы можете увидеть этот эфир на моем канале и на канале у Рашкин Репорт. Пожалуйста, жмите лайки, подписывайтесь на оба наших канала. Я буду благодарна вам за поддержку моего нового канала. И сегодня моей собеседницей станет замечательная Ирма Заубер, которую вы, конечно, тоже могли видеть в гостях у Юрия Рашкина. Ирма, привет! Привет. Тема нашего разговора сегодня – конспирология. Почему я эту тему выбрала? Вообще мне пришла в голову такая мысль, что за последние 5 лет где-то вот бурно прямо разрослась эти все теории заговоров и захватили, так сказать, пространство медийное почему-то больше, чем раньше. Они всегда, конечно, существовали, но сильно разрослись и захватили в основном трампистскую часть населения. И я вот подумала, что это, наверное, такая часть глобального запудривания мозгов населению, которое очень удачно взяло на вооружение и российское руководство, и трамповская администрация. То есть им это такая социально близкая вещь, видимо. Я хотела, в общем-то, начать с другого, мы еще вернемся, но я вернусь через пару минут там, к пунктам разным, но тут произошла некая вещь, которая как раз очень удачно в этот наш эфир вписалась, и вот я с нее и начну. Значит, два дня назад трое европейских лидеров, Макрон, Шольц и Мерц, почему я сказала Шольц, Макрон, Мерц и Стармер из Великобритании, они ехали в Киев в поезде встречаться с Зеленским. Их там снимали журналисты, которые очень любят вот эти вот поезда, я не знаю, они украинского производства или кто это, значит, но они такие очень узнаваемые. Вот, поезда, они любят там их снимать, такая экзотика. В неформальном виде, в этом купе. И вдруг я, значит, ну хорошо, поехали. Вот я вижу один пост, другой пост. Что-то начинает до меня доходить о том, что какая-то информация, что Макрон прячет какой-то пакетик с кокаином у всех на глазах. Всякое такое. Думаю, что пошел поток такой откуда? И я, и видео, ссылки на это видео. Вот. И я вижу, смотрю видео, вижу купе, ну, прикольно, они там все сидят. Макрон все улыбаются такие в неформальной одежде, Трамп бы их в таком виде не принял, безусловно, в своем овальном кабинете. Макрон берет салфеточку на столе, убирает. Я, собственно, почему вспомнила, вот я тут тоже с такой салфеточкой сижу, у меня тут, ребята, вон пакет с кокаином. И, значит, он ее так убирает, ну, чтобы красивенько было, убирает это вот, и никакого пакетика. Я пересматриваю это видео один раз, второй раз, не вижу никакого пакетика. И тут до меня доходит, когда я это все читаю, что вот эта салфеточка, абсолютно очевидная салфеточка, да, это, оказывается, пакет с кокаином. Дальше, рядом там вроде бы какая-то лежала ложечка, которая ложечка тоже для кокаина была. И вроде бы адекватные люди начали все это распространять. Они все увидели там пакетик с кокаином, а не салфетку. Естественно, подключилась вся машина российской пропаганды. Захарова, значит, большой специалист по кокаину и прочим наркотикам, сказала, что он точно знает, у нее даже прям дома такая ложечка лежит, видимо. Людоедка Симоньян тоже, Арте и все дела. Отбитые американские трамписты, все типа Алекса Джонса, тоже подхватили про кокаин. И даже, значит, Латынина, не к ночи будь помянута, цвет российской нашей оппозиции. Вот она же вроде себя интеллектуалку строит, да, ну ладно, там тролли типа там людоеды Симонян и тролли типа Джонса, а она же, значит, якобы интеллектуалка. И вот она такая, ну как бы я тоже сначала думала, что салфетка, ну потом пригляделась, там пакетик. Дура ты, если там приглядеться, там точно никакого пакетика нет. Окей. Вот что ты про это думаешь, Ир? Про пакетик? Ну, про то, почему нормальные люди вдруг в салфетке абсолютно очевидно увидели пакетик. Что ж такое? Потому что любой человек в том видит то, что хочет видеть. И разговаривать в данном случае надо было что-то за что зацепиться, из чего раздуть большую бучу. Вот они раздули из того, что там лежала салфеточка. И вообще, в принципе, я считаю несерьезным обсуждать вот подобного вида вбросы, потому что любой человек, который работает в хороших программах фотошопных, он может остановить этот кадр, увеличить и заменить там эту салфеточку на что угодно.
Что касается Латынина, я весьма смутно знаю, кто такая. Мне достаточно там у соседа дом сгорел или что-то такое. Слава богу, нет, Вот. то Шульман, Да. то другой светочевская интеллигенция. Захарова я вообще не знаю, кто такая, потому что я живу в Америке, мне нет дела до того, какие хуеплеты там окружают Путина. Так Вот. это представитель спикер МИД, о чем ты, Захаров? Ты Прям знаешь, официальная Россия, это не просто там Я, какой-то я, я, пони- я понимаю, но поскольку вот точно так же, как у нас официальная Америка сейчас превратилась в гнездо мошенников, лгунов и конспирологов, там это случилось просто гораздо раньше. Поэтому всерьез воспринимать, что у нее там дома такая ложечка, такая, я не знаю, что у нее вообще теории заговоров, если мы заговорили об этом, они существовали давно, и это не 5 лет, это вот так активно, наверное, года с 16, не с 16-го, вру, с момента, когда Трамп объявил, что он будет избираться первый раз. Вот первая конспирология, такая серьезные вбросы массовые, они начались с его объявления о своем кандидатстве, и направлены они все были на очернение оппонентов. Вообще, в принципе, вот эта вот сама технология, она не новая. Потому что отцом конспирологии, в принципе, ну, конспирология даже в средние века была, да, вот эта вот охота на ведьм, она, в принципе, зиждилась вся на конспирологии, если мы говорим о том, когда это зародилось. Но поставил ее на службу государства на широкую ногу Йозеф Геббельс, у которого то есть который был сам министр пропаганды, у него было министерство пропаганды. Первое, что они сделали, это создали так называемые секретные отделы шепота. Эти секретные отделы шепота печатали листовки и распускали слухи, потому что, понимаешь, это мы сейчас живем в мире, когда мы можем пролистать Facebook ленту и увидеть, так сказать, все, что происходило сегодня, то есть даже новости смотреть не надо, да? Менее ленивые еще пройдут по ссылкам. А еще менее ленивые, как я, пройдут по ссылкам, посмотрят источник, еще посмотрят, есть ли еще какой-нибудь источник, сравнят, подумают, уже потом пишут. Вот. Так вот, это министерство, отдел распускания слухов занимался тем, что он начал как раз распускать вот эти конспирологии. Как то, что если, например, немцы попадают в плен к англичанам, англичане в тайных цехах подпольных варят из них мыло. Это на полном серьезе были вот такие вот фени. То есть все, чем они собирались заниматься в будущем, они в этом для начала объявили своих противников. И, в принципе, работало это достаточно удачно, потому что у меня просто застала живого свидетеля, который находился в Германии с 1934 по 1939 год. И, соответственно, прям вот все происходило на глазах. Вот. Расцвело это махровым цветом здесь у нас в период, когда началась пандемия. И ты об этом прекрасно Сейчас мы помнишь. об этом поговорим, конечно. Да, но в целом вот началось у нас массивно именно с того, как Трамп начал очернять Хиллари Клинтон, начал рассказывать о том, что Обама не родился в Америке, и вот это все. Просто, конечно, на этом фоне немножко грустновато стало, потому что я всегда считала, что чем страна темнее умственно, чем более невежественное, темное, такое глубинно-дремучее у людей сознание, тем это там лучше расцветает. То есть Россия – это страна, в которой конспирологии были всегда. Я это слышала еще в детстве, о том, как вылавливают там детей, обрезают им уши, варят из этого, там, не знаю, холодцы, все что угодно. Значит, сильно это пошло в годах 80-х, в конце, когда у нас появились первые аспирин и Байер, и вся вот эта вот, то есть, ну, как бы фармацевтика, произведенная не у нас, когда ее стало много, стали рассказывать о том, что представители этих компаний ходят в метро и специально из специальных пульверизаторов разбрызгивают вирусы для того, чтобы люди покупали их продукцию. Ну, в принципе, это тоже все знакомо, да? И, в общем, вот помимо очернения Клинтон, дальше на фоне пандемии, когда у людей было состояние неопределенности, вообще конспирология расцветает там, где должны быть два фактора. Должно быть невежество дремучее, и второе, должна быть неопределенность ситуации. Вот в неопределенности ситуации люди начинают хвататься вот за такие сказочки. Давай про пандемию, потому что, Сейчас да. перейдем, да-да. Ну вот я дополню к тому, что ты говоришь, и закончить тему несчастного пакетика. Я просто к чему? Я же не удивляюсь пропаганде ни российской, ни даже уже американской. Я удивилась тому, что, вот ты говоришь, в фотошопе. Да, раньше нужно было что-то сделать в фотошопе, а потом доказывать, что это фотошоп, да?
Тут сейчас мы уже дошли, видимо, до момента, когда уже не нужен фотошоп. Люди видят салфетку, откровенную салфетку, там даже увеличивать не надо, и глазам своим не верят, а говорят, что пакетик с Но кокаином. Сами до этого додумались. То есть они это услышали, и их глаза стали видеть что-то другое. Я просто обращаюсь к аудитории, дорогая аудитория. Пожалуйста, верьте глазам своим. И, во-первых, нет, так не будет. как-то, ну, уважайте все-таки, надо же все-таки какой-то интеллектуальный уровень уважать. Ну, ребята, если вы видите на столе салфетку, вы действительно считаете, что сейчас там будет лежать пакетик, который, значит, Макрон вот так берет и убирает в рукавчик, что ли, да? То есть вот это меня поразило, что нормальные, адекватные вроде бы люди, которых я тут же поотфрендила, естественно, всех, пишут, что, ой, смотрите-ка, действительно пакетик с кокаином. Окей, закрыли тему пакетика с кокаином. Мы живем во время, когда на их глазах человек показал фашистскую зигу, а они мне рассказывают о римском салюте. Какой нахрен пакетик? Я предлагаю всем, дорогие друзья, кто считает, что это римский салют, зайти в синагогу и это показать. И вы Да. сразу поймете, что вы увидели. То, что там была Зига, можно уже, если тогда еще в первые там пару дней можно было о чем-то еще разговаривать, хотя это уже было смешно тогда, но после того, как то же самое сделало еще несколько их последователей специально, уже тут говорить не о чем, да, тут уже все ясно, что это на самом деле было. Вот. Еще добавить к тому, что ты сказала в Советском Союзе, да, во-первых, это было очень советское, мы все вышли из этой культуры с большим количеством суеверий. Это была безумно суеверная страна. Религию, как бы отсутствующую подпольную, заменили суеверие. Если ты помнишь, мы недавно с тобой как раз об этом разговаривали в частном разговоре, да, о том, что когда я приехала в Америку, я, кстати, одной из первых вещей, которую я заметила, что здесь нет такого количества. Тут было парочку каких-то смешных там суеверий, типа зонтик какой-то открытый куда-то на пол не ставить. Я помню, я пришла в университет, открыла зонтик, студенты такие, ой, у нас примета такая. Но они, во-первых, сами над этим смеялись, во-вторых, это было, по-моему, единственное, что я услышала за долгое время. Вернувшись впервые из Америки в родной Харьков к маме, я помню, что на меня это сразу выпрыгнуло. Я отвыкла уже от этого, да, за какое-то время в Америке. И тут вдруг не клади ключи на стол, денег, не ставь там это туда. Когда ты выходишь, ни в коем случае не через порог нельзя. Вот это нельзя. И это было такой частью повседневной жизни. Тебе все время надо было думать про кучу какой-то ерунды, и иметь ее в виду, а если ты забыл, то тебе сразу напомнят, да, и это вот потом на этой почве же Кашпировский появился, и вся вот эта вот бадья, когда люди с высшим техническим образованием, между прочим, на минуточку, каждый второй там инженер, да, у нас в городах был, сидели и смотрели этого там Кашпировского, с баночки с водой подставляли там кому-то, чумаку какого-то или кому. Вот. Но дело в том, что интересно, здесь для меня интересно даже не это, а то, как сплетается пропаганда, которая прекрасно начинает это использовать сверху, и люди, которые радостно этому верят снизу, потому что вот то, что ты сказала про аспирин, это же было не только про аспирин, жвачки. Значит, жвачки – это был такой символ западного, не знаю чего, благополучия, или там то, что туристы там западные какие-то привозили, или даже не западные, там из Польши какой-то, не знаю, привозили, и за жвачку там подростки готовы были, не знаю, что сделать там, да, ну, мифология такая была. И тут пошли слухи, что в жвачке что там было, ты помнишь наверняка, это какие-то лезвия или что-то там подмешано, что туда что-то засовывают опасное, вот это все началось сразу. Понятно, что это шло сверху, чтобы там ну, не гонялись за какими-то жвачками, там, не фарцевали там ими и так далее. И это было все. Потом была конспирология, что в кинотеатрах шприцы, Да. елки. А почему? Потому что это был период, когда начали с тунеядством бороться, чтобы народ днем в кинотеатрах не просиживал штаны. Почему-то вот именно, помнишь, Андроповские или чьи-то там ходили по кинотеатрам, да, днем смотрели, что почему-то не на работе. Тогда пошла сразу вот эта тема. Окей. Хорошо, с этим мы разобрались. Давайте перейдем ближе к нашим баранам, к американским. И вот я хотела, ну, главная часть, да, пообсудить совершенно страшную, очень быстро распространившуюся в Америке, незаметно, в общем-то, для нас, конспирологию, которая перешла из маргинальной, какой-то подпольной ерунды, про которую большинство ничего не знало, достаточный мейнстрим, который так встроился в дискурс право консервативно-республиканско-трампийский, что уже
мы это даже уже не замечаем, что это вот та самая конспирология, и я хочу предупредить такую просто в качестве прививки, а про прививки мы потом тоже поговорим, но сейчас мы сделаем такую прививку нашей аудитории, да, предупредить, если вы видите вот или слышите вот эти вещи, знайте хотя бы, откуда они пошли. Я не могу вас заставить в них не верить или там сомневаться, но хотя бы понимаете, откуда ноги растут. Итак, значит, это такая организованная теория движения, скажем так, которая называется QAnon. QAnon. Буква Q и потом анонимный, да, анон. Вот, это такая крайне правая конспирологическая теория, политическое движение, которое возникло в США где-то в 17 году. Как Ирма вот правильно сказала, это все уже было на гребне предыдущих волн про персеризм, я не знаю, как оно по-русски называется, но то, что Трамп устроил, когда Обама баллотировался, развернул кампанию о том, что Обама не родился в Америке, и поэтому не имеет права быть президентом. Привет Илону Маску, который президентом у нас не имеет права быть, но посмотрим, как они будут из этого выкручиваться. Вот. И что значит, часть народа поверила по-настоящему и купилась на это, а часть народа троллила, потому что там всегда есть среди прав, всегда есть вот эти тролли, которые прекрасно понимают, что это все ложь и чушь, но продолжают эту волну просто потому, что она им выгодна, да, ха-ха, мы-то понимаем, но ха-ха, в Кении родился, окей. Дальше была еще более давняя теория заговора, которая называется Пиццагейт. Да, это все предвестники этого QAnon. Да? Значит, Пиццагейт – это теория о том, что лидеры Демпартии, Демократической партии, занимаются тайно организованной педофилией, включая Хиллари Клинтон, она главным педофилом там была. И якобы даже прямо в Вашингтоне, где-то в центре Вашингтона, есть реальная пиццерия, которая, или пиццерия, как правильно, я не знаю, которая, в которой в подвале воруют там детей, занимаются педофилией в подвале пиццерии. Мало того, это звучит смешно, конечно, но до такой степени это стало распространенной теорией заговора, что даже было реальное нападение на конкретную пиццерию в Вашингтоне, которой якобы, значит, это все происходит. Вот. После этого возникла, значит, на гребне волны, то есть напрямую как бы вроде не связано, но на гребне вот этого всего идиотизма возникла идея о том, что существует некая тайная организация сатанистов-педофилов, которая управляет мировым трафиком детей, и которая одновременно им мало детей, значит, там непотребство с ними совершать в пиццерии, они еще хотят свергнуть президента Дональда Трампа, который, значит, считается, что Дональд Трамп, он не просто герой, а он герой, который борется конкретно с этим злом, значит, со всякой сатанистами-педофилами. Его лучшим другом был Эпштайн, да? Я так понимаю. Конечно, там Эпштайн сразу же, который с этими, да, безусловно. вот, да. Это как они боролись вместе. Да, интересно-то, что с Эпстайном-то летали дружки Трампа, соответственно, туда, на этот остров, но неважно. А началось с того, что Энтони Винер, наш нью-йоркский конгрессмен, который был большая надежда Демократической партии, все это, конечно, пустил коту под хвост, когда он там начал что-то там, какие-то переписки там с кем-то устраивать. В общем, короче, его посадили там за приставание, домогательство каким-то под 15-летней девочке, неважно. Посадили тут же, естественно. И надо заметить, что никакие демократы его не пытались оправдать, не пытались отмазать, как это делают республиканцы каждый раз, когда они на чем-то ловятся, да, а сказали, окей, он виноват, пусть идет в тюрьму. И мы это первые говорили, и я первая говорила, хотя это было очень печально узнать, потому что до этого действительно он был большие надежды подавал политические. Ну, окей. Вот. Началась вся эта теория QAnon с некого анонимного пользователя по имени Q, вот эта буква Q, который публиковал загадочные сообщения на всяких форумах типа 4chan, они называются, те форумы, где люди просто могут там анонимно и как угодно постить картинки с текстом, очень такая минималистичная, значит, платформа. И вдруг начали появляться какие-то загадочные картинки. В первом посте этот анонимный автор утверждал, что он обладает доступом уровня Q, отсюда Q, а этот секретный допуск в системе Министерства США. То есть он, значит, с секретным доступом сейчас расскажет нам всю правду анонимно. Но правду-то он не рассказывал, а писал там какую-то пургу.
закодированным таким намекающим языком, значит, догадайся, мол, сама. И его появилась куча последователей, значит, откуда-то, которые назывались вот эти аноны, и они пытаются, которые пытались расшифровать эти сообщения. И дальше появилась куча каких-то аккаунтов, которые были заняты тем, что расшифровывали послания в этих его сообщениях, истину. То есть такие, значит, шарады, казаки-разбойники для сумасшедших бездельников, короче говоря, как я это называю. Вот. Ну и главная идея, мы все знаем, что США управляет некое глубинное государство, которое противостоит Трампу. И якобы в этом заговоре участвуют все известные политики, бизнесмены, журналисты, Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джордж Сорос, все знакомые нам имена. Окей. Вот. Смешно там было то, что, значит, ожидается некое великое очищение, событие, которое они называли «Шторм». Каждый, буквально там, каждый вброс вот этот вот, это очень смешно, потому что, знаешь, есть такие куча каналов ютубных, они пользуются там и в Украине, и в России, везде, не есть на русском языке, они пользуются такой техникой, значит, ты видишь заставочку ютубную, и там написано «началось». Знаешь такое, да? Завтра там Путин умер, там, или победа, там, все, Кремль в огне, ну, знаешь, такое, какая-то ерунда, или наоборот, там, Украина сдалась, там, неважно, это со всех сторон идет, вот, такие заставочки. Так вот, эти вбросы, они все напоминали вот эти вот заставочки, значит, там каждый вброс был такой, типа, началось, шторм, завтра. Что такое шторм? Шторм, это в смысле арестуют, наконец, Хиллари Клинтон, и арестуют, придут, значит, некоторые силы, которые стоят за Трампом, там, не знаю, силовики какие-то, которые наконец-то придут и всех арестуют. Джордж Сорос в наручниках, там Хиллари Клинтон стоит на коленях где-то там, это самое. И вот это вот продолжалось годами, чтобы просто не сказать, годами, понимаешь? Вот. И потом, как я с этим познакомилась? Тут я хочу рассказать такую, значит, историю. Ты меня покорила, Ирма, фразой садитесь, дети, тетя расскажет вам сказочку. Ну вот, значит, дети, садитесь, тетя вам расскажет сказочку. Значит, как я с этим познакомилась? Я во время ковида, все это расцвело бурным цветом, как ты сказала, во время ковида, вот сейчас ты нам расскажешь как бы эту часть истории, но я получила возможность работать удаленно, как раз во время ковида, и стала проводить довольно много времени зимой в Мексике. И там всегда были такие перелетные зимние птицы, да, которые, значит, из Канады, из Америки на зиму уезжали. Вот, обычные люди и все такое. И тут вдруг, там есть экспатские группы на Фейсбуке, которые обсуждают, раньше там обсуждали, где там жратва вкусная, где маникюр хорошо делают, где там что, развлечения какие-то сегодня вечер. Обычная группа на английском языке. И вдруг там появились сообщения. Значит, ковид, да, то есть там появились всякие посты, типа, где маски продаются, где можно сделать тест, потому что там, значит, какие авиакомпании, какие условия для перелетов, у кого. Ну, обычно то, что в ковид мы все обсуждали. И вдруг под этими постами появились куча комментариев из серии. Великое пробуждение не за горами. Проснитесь, овцы. Вот это wake up, вот это вот у них, да? Это их девиз. Раскройте глаза или проснитесь. Раскройте глаза, проснитесь. Wake up, да. И я такая, ну, один раз, второй раз, ладно, мало ли там сумасшедших. И вдруг я начала видеть, что это прямо идет волной такой. То есть много-много людей, много комментариев. Значит, ну, в общем, выяснилось, что во время ковида куча вот этих антиковидников, которые, ну, в смысле, ковида-диссидентов там и все такое, они поуезжали, американцев, они все ломанулись в Мексику, потому что там это единственное было место, куда можно было уехать, во-первых, из Америки. Вот, и там как-то было в чем-то поспокойнее. Хотя там очень были проверки, и маски, и тесты везде были, но там как-то можно было, там тепло, можно было сидеть где-то на улице, никто тебя не трогал. Они туда ломанулись, их стало очень много, вот такие типичные с пивасиком, с красными лицами, с бородами, такие глубинная такая Америка, прямо глубинный американский народ, знаешь, такой вот. Как я их называю, навозники Оклахомы. Вот, да, white trash такой. И тетки, значит, там, соответственно, такого тоже вида, узнаваемого очень. И вот их там появилось очень много. Ну, это определенные места курортные, не везде, конечно, в Мексике. Ну, вот. И они заполонили пространство вот это вот фейсбучное вот этим вот
Всем, они начали обсуждать. Дальше. Я, самое главное, приберегла вишенку на торт на следующую часть нашего обсуждения, потом расскажу. Но скажи, что ты про это... Вот этот QAnon, и он, я просто, чтобы закончить это дело, он пошел в массы. То есть теперь мейнстрим трампийский, республиканский пользуется часто всякими отсылками к этим теориям заговоров, которые начал этот самый QAnon. И когда он появился, мы все смеялись, и когда мы говорили, не мы смеялись, когда мы говорили, что вот посмотрите, что трамписты, так сказать, что у них в головах, правые, адекватные люди с правой стороны, он говорит, да что вы там какой-то маргиналов цитируете, кто там их слушает, это все какая-то ерунда откопали. И вдруг вот это маргинальное, оно пошло в народ и стало частью мейнстрима. Ирма, что ты про это знаешь, что на эту тему думаешь? Мы потом перейдем дальше к следующей подтеме от этого, ну да. Что я знаю? Я знаю много. Давай. На самом деле, во-первых, если мы говорим про аудитории, это распространение не только, это не конек трампийской аудитории, это конек, в принципе, правых по всему миру. Эта конспирология, она с прутом разрослась по всей Европе, по всем странам мира, но у нее есть как бы у этих людей есть одно главное качество. Для того, чтобы конспирология въелась в их мозг, у них, да, как правило, то есть это либо низкообразованные люди, либо религиозные люди. Вот ты тут рассказывала про Америку, что вот здесь не суеверные, но ты никогда не забывай, что Америка самая религиозная страна. Понимаешь, тут удивительно соседствовала свобода с таким, как это называется-то, когда показная добродетель такая, да, и вот эти вот чопорные американцы, которые там, я не знаю, в подвалах смотрят порно с детьми, а потом будут рассказывать о традиционных ценностях, да, как вот сейчас у нас один сенатор, забыла его фамилию, который ручку из штанишек не вынимает, видимо, совершенно, но при этом борется с порнографией. Ему надо, чтобы порно еще запретили. Сейчас отберете порно, вас роднеки вообще на кол посадят. Это который из Висконсина или Мичигана, да, его арестовали Да, там? нет, вот сейчас, нет, это Это вот уже буквально следующая история. вчерашняя буквально новость, но я не об этом. В принципе, то есть, если ты посмотришь на правого кандидата, например, мое любимое, выборы в Румынии, там вот этот правый кандидат, там вот это вот, Румыния религиозная страна. Причем о религии надо делать отдельный эфир, потому что мне есть всегда что на эту тему сказать, потому что из христианства православие является собой самую темную невежественную ветку. Это самая темная религия, угнетающая ваше сознание, которая основана на смирении и терпении. И вообще, в принципе, авраамические религии, да, христианство, буддизм христианство, ислам и иудаизм. Это три авраамические религии, которые созданы по типу божеской диктатуры. Но это долго в это уходить. В общем, где есть единобожие, там всегда будет давление главной идеи, что наш Бог есть, все остальное бесовщина, там шайтаны, кто угодно, а кто в этом сомневается, это уже грех. Понятие греха до прихода авраамических религий не было никогда. В язычестве понятия греха нет. И быть не может, и там многобожие, да. Тот же славянский пантеон – это 40 с лишним богов, из которого вы могли выбирать того, кто вам милее и лучше, и никто вас пальцем бы не тыкал. Вот. Так что тут нужна такая почва, удобренная хорошо невежеством, незнанием и религией. Это обязательно. На этом, на всем нужен еще всход, такое вдолбленное в башку хорошо сваи, в железобетонную башку электората, защита традиционных ценностей. Где будет защита традиционных ценностей, вот это все домострой, вот этот баба не человек, отнять права у женщин и так далее, там обязательно будет конспирология. Потому что тот же кандидат правых, которого сейчас отстранили от выборов Румынии, Калын Джорджеску, заявлял, что он там разговаривает со святыми духами и все прочее. Его жена просто жуткая конспирологиня, которая выдает себя, то есть это псевдомедик, который там альтернативные схемы лечения, но это ты сейчас расскажешь про РФК, и это будет больше понятно. Вот, поэтому тут в Америке создалась очень хорошая почва для этого. Посмотри вокруг, у нас через каждый километр стоят церкви. У нас через каждый километр стоит церковь, на самом деле, это есть официальный источник пропаганды. Просто эта пропаганда, она как бы не трамповская, она уже идет 2000 лет. Но от этого ничего не меняется. Это, в принципе, пропаганда такой же диктатуры, которая призвана для того, чтобы рулить народом, держать его в узде. Поэтому, когда у людей вот такое вот сознание, да, оно
уже удобренное, в него любое семечко можно положить, и это семечко взойдет. Неважно, пиццерия, это остров педофилов и так далее. Кстати, о педофилах. Дональд Трамп, который сказал, что он не знает нашего знаменитого Эпштейна, который повесился в тюрьме, как бы повесился, я считаю, что его повесили, который занимался торговлей несовершеннолетними. У него была подельница, которая занималась вербовкой этих несовершеннолетних. Жена Трампа, Мелания Трамп, она выходец из вот этого каталога девочек Эпштейна. Чтобы вы понимали, зайдите ко мне на страницу, у меня есть большой пост о том, кто такая на самом деле Мелания Трамп, откуда она взялась, и никакая она не модель. Вот. И, конечно, грустновато, что для 78 миллионов американцев идеалом и представителем, то есть президент – это лицо страны, это тот человек, который их представляет. Мне очень грустно осознавать, что половина американцев согласна с тем, чтобы их представляла девочка Эпштейна по вызову, и которая торговала с собой с 16 лет, и человек, который является мошенником, банкротом, расхитителем, то есть обвинен в хищении государственных документов, который не знает, кто чем управляет в его стране, и который считает себя умнее всех, и вся его работа на президентском посту заключается в развале страны. Сначала все разломать, а потом показывать какие-то чудовищные усилия делаешь для того, чтобы вернуть хотя бы 10% из того, что ты разломал. То есть плюс я еще считаю, у него есть психиатрический диагноз, потому что я вижу там явную психиатрию, но это, опять же, отдельный разговор. Так вот, страшно то, что вот эта часть с ума сшедших людей, не сумасшедших, а сшедших с ума именно, они представляют собой очень опасный сегмент населения, потому что если вы вспомните, Аня наверняка об этом знает, но вот, например, эти люди ворвались в дом к Нэнси Пелоси, той же самой, и не найдя ее там, они просто начали бить ее мужа. Извините, этому человеку 80 лет. У нас пытались похитить губернатора Мичигана, у нас пытались... то есть люди, на самом деле, сенаторы даже, которые, тот же Митт Ромни, он опасался за свою, выступив против Трампа, он стал опасаться за свою жизнь. Он удвоил себе охрану. Потому что эти люди, Да. они очень опасные. Они очень опасные. Пусть вы не надо их недооценивать. Не надо считать, что это просто сумасшедшие, которые там что-то плетут, и хрен с ними. Главное, чтобы мы туда не скатились. Дело не в этом. Дело в том, что эти сумасшедшие сейчас формируют повестку. Потому что даже те же республиканские сенаторы, они лижут Трампу зад. Не потому, что они долбоебы и дураки. Не потому, что все они не понимают, что это плохо для страны, потому что они сами начинают бояться тех, кто их избрал. И они будут делать то, что нужно этому сумасшедшему электорату. А этот сумасшедший электорат, поскольку у него 2 класса образования, у нас образование в Америке баснословно дорогое, демократы здесь ничего не могли поделать. Я считаю, что первое, что должно, вот в чем должен заключаться урок Трампа, который мы пройдем, наевшись здесь говна и всяких катаклизмов, это изменить систему образования, сделать его доступным и бесплатным для всех. Тогда, может быть, через 20 лет у нас здесь не будет 78 миллионов идиотов, которые будут рассказывать на ралли о том, что Земля плоская, и все вот это вот. Да, пожалуйста, Анечка, извини. Я просто, нет, наоборот, я хотела просто это самое, добавить к этой ситуации с Нэнси Пелоси, что они чуть ли не с топором, по-моему, пришли туда, к ее мужу. С топором пришел это, которые сожгли дом. Это само собой, да, вот я же хотела добавить. Во-первых, Трамп, сволочь, он издевался же потом, он же пошутил на каком-то выступлении о том, что вот к Нэнси Пелоси уже сходили, типа, я уже не помню, какой там был контекст, но он посмеялся над тем, что ее мужа уложили в больницу. А потом Шапира, да, ему на Пасху еврейскую, на минуточку, подожгли его особняк, сожгли. Где он находился с семьей, кстати. Где он находился с семьей после празднования пасхального первого седера. Это губернатор штата Пенсильвания, если кто-нибудь не знает. И ему ночью какой-то трампист поджег дом. И потом помощница, правая рука, любимица Трампа Лора Лунер, кто не знает, да, это значит, вы хотите там, кто-то обвиняет демократов в том, что у них антисемитов много среди демократов. Послушайте, что Лора Лумер говорит и как, да? Вот, так вот, она записала на следующий день видео примерно такое. Ничего более антисемитского я вообще за долгое время не слышала. То есть
Что типа, ой, вы еврейскому губернатору подожгли дом, давайте мы все сейчас на эту тему сядем плакать. Я глазам не поверила, когда это услышала. И эта тетка, которая приносит Трампу списки работников ФБР для увольнения, она никто вообще, она просто с улицы. Вот она ему нравится чем-то, я даже догадываюсь, чем. И он ее взял советником своим, правой рукой, понимаете? И никто, ни одна сволочь с правой стороны, вот эти все, которые рыдают по поводу антисемитизма в каждой щели, они его видят, никто ничего не сказал по поводу ее выступления. Если бы это был демократ, уже бы все на ушах стояли, уже бы всех там вообще загнобили. Слушай, ну тут понимаешь, что позволено Цезарю, не позволено быку. Этим людям, эти люди за одну миллионную долю того, что сегодня творит Трамп, взять хотя бы самолет за 400 миллионов, да, Байдена бы уже посадили. Байдена бы посадили за запонки, если бы он взял их у кого-то. Байдена бы посадили за портрет, за все что угодно. Катар финансирует, понимаешь, университеты, и Катар финансирует пропалестинские вот эти вот протесты в университетах якобы, из-за которых чуть ли не университеты позакрывать все надо. Но когда Катар финансирует трамповский самолет, это нормально. Слушай, ни у кого нет сомнений в том, что это взято. Но дело здесь в том, что вся вот эта конспирологическая масса, народ вот в этой массе, это и есть оплот власти Трампа. Это и есть его главный фундамент, на который он стоит. И неважно, о чем они говорят, это салфеточка Макрона или это компьютер Хиллари Клинтон, это пиццерия, это лазеры из космоса, whatever, чем они начинают соревноваться друг с другом в абсурдности чуши, которую они несут. Народ эту чушь охотно ест, поэтому они будут дальше идти в том же направлении. Во-первых, стесняться уже нечего, а во-вторых, понятно, что народ их в этом поддерживает. Опять же, причину я вижу в недостатке образования, потому что если мы сейчас придем к самой главной конспирологии, которая была в нашей стране, она называется «Большая ложь» или «Украденные выборы». Ты будешь говорить на эту тему сейчас? Я, честно говоря, даже не собиралась этого касаться, потому что я еще немножечко про QAnon хотела добавить, но украденные выборы – это, безусловно, кульминация. Ну, кстати, тут есть хороший переход, потому что это, безусловно, кульминация всех этих теорий, потому что для чего народу мозги запутривают? Чтобы они, так сказать, поверили в главную ложь. Я не удивлюсь, если скоро, я уже об этом писала в Фейсбуке, мы дойдем до последней стадии, при которой для того, чтобы получить визу в эту страну, въехать в эту страну, а дальше уже, может быть, и получить работу сначала федеральную, а потом уже и любую в Я этой поняла стране, твою мысль, да. тебе нужно будет ответить правильно на вопрос, были ли украдены выборы в 2020 году. И вы, ребят, сейчас мы смеемся над многими вещами, но я уверена, что я не смеюсь, просто я на самом все деле... смеются, я тоже смеялась еще недавно. Когда мы попали в подобную абсурдную ситуацию, смех, он помогает нам немножко мобилизоваться и держать Да, себя в хорошем боевом состоянии, потому что выйти из этой ситуации сейчас бескровно мы практически никак не можем. И но мы сначала не верим, понимаете, мы сначала это в качестве шутки всегда рассказываем, а вот дальше ха-ха, и мы такие, ну ха-ха, конечно. Слушай, ну мы даже посты... А потом, опа, и уже это наша действительность. Даже посты, которые распространялись с началом пандемии о том, что надо перейти на высокие вибрации, там тайно схоронили ночью вакцинированных и все такое, нам тоже это все казалось, насколько это абсурдно. И вдруг я с удивлением обнаружила, сначала, значит, я обнаружила, что среди моих знакомых есть люди, которые в это поверили. Потом это все начало как нарастающий ком, да, потом, значит, у нас вот это вот украденные выборы, потом, то есть мы за это время, мне кажется, мы стали такие непробиваемые, потому что мы потеряли, во-первых, все свое общение, родственников, близких, друзей и всех кого угодно, кто подсел на эту телегу, потому что у меня нет разочарования, никогда не очаровывалась людьми, потому что в целом я понимаю, что процент вот этих людей, он практически во всех странах, где будет религия, будет примерно одинаковый. Весь вопрос в том, дадут им, так сказать, зеленый свет. Вот поэтому они пошли за Трампом. И будут ли их подпитывать сверху, да, и будут ли они составлять костяк? То есть они сидели в своих подпольях, точно так же, как ультраправые, все эти Proud Boys и вся эта шелупонь нацистская. И вдруг они обнаружили, что появился человек, который готов их легализовать, который готов им дать право голоса. Слушай, ну кто бы еще, кандидата в министром здравоохранения, о котором ты сейчас расскажешь, кто бы еще дал этот пост человеку, который сидел на тяжелой наркоте, говорит, что у него в мозгу червяк,
что на евреев не действует вирус, то есть хочет заморозить на 8 лет исследования в области вакцин. Ребята, мы стоим на самом деле на такой страшной точке в нашей стране, когда вся команда Трампа, зайдите, пожалуйста, подпишитесь на меня на Фейсбуке, у меня там есть статья, называется «Феномен Трампа». Я ее написала буквально 2 дня назад. И это о том, как дилетант-конспиролог должен специально себя окружать людьми еще большими дилетантами, еще большими конспирологами, потому что все остальные для него будут представлять потенциальную угрозу, опасность. Ему всегда были опасны Байден и Обама, даже ушедшие уже с поста, они до сих пор ему опасны, потому что он в каждом интервью обязательно что-то про них говорит. Это значит, что он их до сих пор боится. Поэтому ему нужны, вот как Лора Лунер, ему нужны люди не опасные. Тупорылая Пэм Бонди ему нужна, которая будет кивать. Ему нужен алкоголик Хексет, ему нужен конспиролог Патель, ему нужны люди... Марджори Тейлор Грин. Марджори Тейлор Грин, это другое. Марджори Тейлор Грин – это рупор. Рупор нужен всегда, потому что как в детской игре. Кто громче орет, тот в игре побеждает. И это в 3 года в песочнице. Но вот мы теперь обнаружили, что песочница пришла в нашу власть. Напомни нам, пожалуйста, Ирмочка, о чем говорила Марджори Тейлор Грин? Вообще, если мы говорим мы обязательно с Аней сделаем тему про антисемитизм, потому что... потому что я считаю, что если эта администрация такие ярые борцы с антисемитизмом, первые, кого они должны убрать, это Стивен Миллер и Марджори Тейлор Грин. Марджори Тейлор Грин – женщина, которая во время пандемии лепила на себя шестиконечную звезду. Про то, что она называла гестапо гаспачо. Подожди, чтобы все поняли, как она ее лепила. Она ее лепила желтую звезду в смысле того, что ковида-диссидентов тут дискриминируют, как евреев дискриминировали во время нацистской Германии, чтобы вы поняли. Абсолютно. Что она тут Маген-Давид носила, что она... Нет, она себя... Она себя причисляла к жертве концлагерей, вот этих людей. Да. Вот этих людей, это в смысле тех, кто отрицает ковид и все вот это. Да, антиваксеров. Да. И она заявляла, что еврейские лазеры облучают нас из космоса. Я как раз видела недавно интервью ее, где, вы знаете, вообще вот эти люди все, трамповцы, они очень удивительные. И вот знаете, я никогда не думала, у меня когда-то был знакомый. Он был хороший очень человек, это, извините, это лирическое отступление, но оно будет связано. Он был жуткий бабник. Его женщина, с которой он жил, периодически его ловила в доме с другими женщинами случайными. Но вот ему это было необходимо. Он был творческий человек, ему нужен был полет души и все такое. И он мне как-то сказал, я говорю, как она тебя терпит? Я бы тебя давно сковородой прибила. И он мне сказал золотую фразу. Он сказал, даже если тебя поймали со спущенными штанами, не признавайся. Никогда не признавайся. Вот это именно... Подожди, так это же то... Вы смотрели все фильмы, вышел в прошлом году фильм «Apprentice» называется, ученик. Да, я смотрела. Да? Там же, собственно, об этом идет речь, что наставник, так сказать, Трампа, еврей, вот этот Майкл Коэн, да, который... Рой Кон. Рой Кон. Почему я сказала Майкл Кон? Майкл Кон это другой его, да, ну понятно. Рой Кон, да, он, когда его учил, так сказать, он был тогда таким великим нью-йоркским, значит, право-консервативно-либертарианским адвокатом, благодаря которому очень много произошло хорошего для консерваторов здесь, потому что он шантажировал там всех в суде, он там делал совершенно ужасные вещи, непорядочные, там записывал кого-то, например, чью-то встречу с мужчиной, например, мужчина, да, и потом его шантажировал тем, что он это опубликует в газете, если там не сделать так, как ему надо. Город Нью-Йорк он шантажировал, да, вот. И он сказал Трампу когда-то, никогда не признавайся, всегда настаивай на своем, даже если люди своими глазами видят. И даже если у тебя будет проигрыш, декларируй его как победу. Как выигрыш, да. Вот и это именно то, чем сейчас занимается Трамп. Это именно то, чем занимается все окружение Трампа. Сидела Марджори Тейлор Грин и говорит абсолютно четко в камеру на голубом глазу. Я никогда не говорила про еврейские лазеры. Они ей показывают скриншот с ее Фейсбука и говорят, это ваша страница? Да, моя. Кто это написал? Я не знаю. То же самое, как Кэш Патель сидит перед комиссией Конгресса, и его спрашивают, вы выборы
украденный, и, то есть Байден честно выиграл, он в ответ на это говорит: Трамп президент Соединенных Штатов. Его спрашивают: мы от вас не требуем говорить, то есть кто сейчас президент Соединенных Штатов. Мы спрашиваем: выборы украли, да или нет? В существующей ситуации я бы сказал, что у меня нет responsibility об этом. То есть, представляете, вот насколько эти люди, их просто уже прижали к стенке, будут давить как змею кулаком, и все равно они стоят на своем. Они говорят, что и вот это то же самое, что случилось сейчас. Буквально, друзья мои, в ночь со вчера на сегодня комиссии обсуждали урезание бюджетов на программы Medicaid, которые они обещали никогда не трогать. Но они это делают прямо сейчас, при этом объявляя, что они этого не делают. То есть это люди настолько лживые, что у них деятельность абсолютно расходится с тем, что они декларируют. Это то, что сказала Аня, что общество, зомбированное конспирологией, оно начинает верить больше в то, что им говорит любой проходимец, чем в то, что они видят собственными глазами. Был такой даже эксперимент по поводу того, когда изучали влияние вот этой вот пропаганды, когда сажали 10 человек людей, показывали им черную бумагу и спрашивали, какой это цвет. И когда 9 говорили, что она белая, 10-й, который видел ее как черную, тоже начинал говорить, что она белая, потому что он думал, что с ним что-то не так, раз он идет не в общем стаде. Да? Поэтому это все очень на самом деле серьезно, потому что повернутые настолько мозги, это процесс необратимый. Если вы думаете, что Трампа не станет, там Венса не станет, то есть если он каким-то чудесным образом сегодня испарится, и будут выборы, поверьте мне, они выберут нового Трампа. Да. Тут еще важное полслова, что вы еще послушайте, что они нам говорят. Более интеллектуальные правые, да, с которыми можно вести какие-то разговоры. Что они нам с самого начала говорили, когда мы говорили: смотрите, Трамп же вот что сказал, вот как можно вот это. Они говорили: смотрите не на слова, а на дела они все время не так говорят, не смотрите, что он говорит, смотрите, что он делает. Я же говорю, не на слова, а на дела. Вот мы сейчас смотрим, что он делает. Вот, и получается, что это беспроигрышная ситуация, когда он говорит открытым текстом: я пойду на 3-й срок, или там я выиграл выборы, или еще что-то. Ой, да мало ли, что он несет. Да, смотрите на дела, а не на слова. Когда, окей, давайте мы сейчас на дела, а не на слова посмотрим. Он говорит, что он что-то не делает, а потом он это берет ужасное и делает. Тут нам говорят, а я даже не знаю, что нам тут говорят, ребята. А нам тут говорят: подождите, дайте ему время. Ну не все же так быстро. 8 лет – это очень мало. 8 лет – это очень мало, чтобы понять. Если человек, запомните тоже, друзья мои, если вы пытаетесь кого-то переубедить, я говорила это в каждом эфире, я буду повторять это еще раз, не пытайтесь этого сделать. Если человек за 8 лет не понял ровным счетом ничего, вы ничего не измените. Как я говорю, переубедить вас мне не удастся, поэтому я сразу перейду к оскорблениям. Вот, поэтому да. Потому что, понимаете, у меня не остается никаких слов для человека, который мне говорит: дайте ему время. Ой, да ладно, да что он, кого он там будет увольнять? Вот я показываю, вот статистика, 300 тысяч человек оказались на улице. Ну, это так получилось, это, наверное, Маск что-то не то сделал, но вот у него квитанции там висят на стене договоров, показываю статистику по квитанциям. Департамент Маска, ДОЖ, на данный момент потратил денег больше, чем вернул в бюджет, то есть это оказалась убыточная организация, которая парила мозги, которая как будто она нужна была для экономии денег, ну серьезно. Она нужна была для того, чтобы разваливать федеральные... Конечно. Да, это все понятно. Но люди, которые оказались на улице уволенными, без денег, половина из них продолжает поддерживать Трампа. То есть, лес рубят, щепки летят. Это же сталинский абсолютно. На этом держался, что да, я пострадал невинно, но я просто, это случайность такая, я все равно не успел еще все поправить. На самом деле у них живет внутри какая-то, знаешь, такая глубинная... Я немножко это связываю, знаешь, вот с русской верой в доброго царя. Вот сейчас он все поломает, а потом у него есть точный план, как все починить. Нет у него никакого плана. У него вообще ни хрена в башке нет. Это человек, действия которого абсолютно необдуманны, спонтанны, глупы, он никого не слушает, он ни с кем не советуется. И если у вас есть, друзья мои, какие-то иллюзии по поводу того, ну вот он уже был один срок, и ничего он не развалил, никогда не забывайте, что в тот срок он был окружен старой командой республиканцев, потому что
Да, он не успел еще подобрать себе подобных сумасшедших конспирологов, которые окружают его сейчас, потому что тогда никто не ожидал, что он выиграет, но видите, это все сработало, вся эта черная пропаганда, компьютер Хиллари, заговор Хантера Байдена, что там делал сын Байдена в Украине и так далее. И до сих пор некоторые повторяют, что самое обидное, украинцы многие это повторяют, потому что до них плохо доходит там информация, но им сейчас не до этого просто на самом деле, что у нас уже посадили человека, уже был процесс, посадили человека, который сфабриковал это дело и которому заплатили из России. Вы можете это найти, дело Смирнова. Вот. И поэтому сейчас все будет гораздо быстрее, потому что сегодня он окружен настолько непрофессиональными и неадекватными людьми, что думать о том, что что-то задержится и не разломается, уже сегодня, по оценкам экспертов, если Трамп каким-то образом испарится, нужно 8-9 лет, чтобы восстановить, починить, да, то, что он сейчас разломал. А что будет, мне всегда говорят, ну ладно, он не выдержит 4 года, он старый. Друзья мои, не выдержим мы 4 года. Хотя я твердо верю в лучшее, я как товарищ такой внутриреволюционный, я твердо верю, что вся эта Шарашкина контора не пропыхтит она 4 года. Потому что они так яро взялись делать не то, что даже до самых тупых это должно дойти. Конспиролог, не конспиролог, любой конспиролог поймет, когда он придет в магазин и потратит на привычные продукты в 2 раза больше. Ой, Ирма, это ты прямо, извини меня, оптимист, потому что я разговариваю Хорошо, готова с у меня уже есть спор на деньги, готова забиться третий. Смотри, у меня есть, к сожалению, значит, или к счастью, или не знаю к чему, вот периодически я беседую с трампистами, и да, ты русскоязычными? С русскоязычными? Да, но... Это вообще не только русскоязычными, но тут дело не в языке в этой ситуации, а вот дело вот в чем. То, что ты говоришь, это может дойти до действительно определенных слоев населения, которые придут в магазин, условно, пустые полки и все прочее, что ты говоришь. Но есть довольно большая часть, она не очень большая, естественно, но она очень влиятельная, и она очень мощная, которые, богатые там люди, которые сделали на Трампа серьезную ставку, уйти они ему никуда не дадут, потому что он делает абсолютно все, что они хотят. Тут я хочу вернуться к тому, что ты сказала, что он не знает, что он делает сам, у него нет никакого плана, и что он сумасшедший. Это в лучшем случае, ребята. Дайте я вам еще добавлю ложечку. Ну, ты хочешь сейчас рассказать про компанию Куртиса Ярвинцев, про Тиля? Нет, даже, ты можешь добавить, если хочешь про это, я хочу более общие слова сказать. Я хочу сказать, что он не знает, что он делает, это, извините, лучший вариант. А худший вариант заключается в том, что он прекрасно знает, что он делает. И он прекрасно знает, кто от этого выиграет, и кто на этом наживется, и кто останется в хорошей ситуации. И это, ребята, будете не вы. Слушай, но тут совпадение целей на самом деле. Я имею в виду, что он не знает, что он делает. Вот та же тарифная политика, ему все экономисты и все, кто его окружает, говорили, что этого делать нельзя. Даже долбоебы, которые у него там сидят, и даже Маск тот же был против. Но все равно, понимаешь, это самодур. Это такой вот, знаешь, помещик-самодур. Ему надо родиться. Или это лучший вариант. Все, кому надо, купили все высоко, продали все, в смысле, купили все низко, продали высоко, купили низко и так далее. Потому что Трамп всех кидал своих партнеров, и думать то, что он не кинет каких-то людей, вложивших в него деньги. Нет, партнеры – это другое дело. Есть люди, которые реально его поддерживают. И которым нужны, он без поддержки ничего. То есть ему нужны люди такие, как Маск, условно, или там кто-то на замену Маску, неважно. Эти люди, это компания ярвинцев, ты не путай одних с другим. Ты сейчас говоришь о людях, которых он освободил от налогов, и которые являются донорами республиканской, МАГА в данном случае. Не обязательно, люди, которые его поддержат. То есть люди, которые не дадут ему провалиться. Люди, которые не дадут ему провалиться, это 5 человек, которые имеют мировое глобальное влияние, такие как Маск, Тиль, и ставленником их является не Трамп, их ставленником является Венс. Поэтому до поры, пока Трамп разламывает страну, у них с ним совпадают цели, потому что Трамп разламывает ее, он делает все, что выгодно России. Но Венс еще хуже в чем-то, то есть я не говорю лично, да, личность Трампа понятна, но он тоже старенький, ненадолго, да. Как только развал и полный демонтаж демократии произойдет, они от Трампа просто избавятся, потому что он со своим упрямством... Еще худшего кандидата, который уже точно никуда не уйдет.
сейчас во многом будет зависеть все от того, какими путями пойдут европейские страны. Сейчас будут выборы в Румынии, которые имеют эпохальное просто значение. После этого будет выбор в парламент Молдовы. Там в зависимости от того, кто получит большинство регистратуры, там будет зависеть от этого будет зависеть, как пойдет дальше страна, потому что если они свяжут демократического президента Майю Санду, на которую сейчас ведется активная вот такая Россия, конечно, там же Россия не такая же пропаганда, как Макрон с салфеточкой, да, так что вот это вот на самом деле салфетка Макрона, это хорошее название для сегодняшнего эфира, потому что салфетка Макрона – это условное название, как про каждого, кто им не угоден, запускается некая мулька, из которой делают мейнстрим в соцсетях. И это начинают перепощивать, делиться, и это начинается, особенно безголовые. Почему я тебя спросила про русскоязычных? Потому что самые безголовые и бесноватые – это наши. Но их, это слава понятно, богу, да, но люди, их, про слава которых богу, я говорю, эти будут, которые будут эти будут поддерживать. стоять до конца. Эти будут стоять до конца. Да, но Американцы... им выгодно. Есть люди, увы, мы не хотим себе в этом признаваться, но есть люди, увы, которые не пострадают от его президента. Есть, Вот, есть. которым это все выгодно, и они продолжают стоять на своем. И эти люди более влиятельные в смысле, так сказать, имеют больший вес, чем те, кто пойдут в магазин и не увидят. Тут это не будет вопрос веса, потому что на выборах это будет тот же голос. Ты на выборах не можешь, если ты миллионер. Они финансируют большое количество людей, они, так сказать, у них есть возможность влиять. Смотри, у нас есть иллюзия, что мы своим эфирчиком на кого-то повлияем, понимаешь? Они уж точно повлияют. Но смотри, если американцы – это люди, которые живут магазинами. Это люди, на самом деле, которые живут магазинами, покупками, привычным уровнем жизни. Как только у них сейчас заберут Медикейда, как только у них начнется черная провальная дыра по финансам, им некого больше будет обвинить. И Конгресс, и... Вот, выборы в Конгресс через 2 года многое вот покажет. Я о них и говорю, что финансируй, не финансируй. Вот какие они упрямые, тупорылые и туполобые, брюхо и кошелек. Сначала это будет кошелек, потом это будет брюхо, и месяца 2 еще до того, как брюхо даст сигнал мозгу. Еще они должны это поварить, должен произойти трудный, скрипящий мыслительный процесс, который там разгонит ржавчину в шестеренках мозгов, но они придут к выводу, что они сделали что-то не так. Так, это очень оптимистично, спасибо. Это оптимистично, но если ты зайдешь в Инстаграм и наберешь там Regret Maga или Living Maga, ты увидишь уже огромнейшие флешмобы людей, снимающих видео «I voted for Trump, I'm deeply regret». И они объясняют, почему. Таких людей очень много, я не сомневаюсь в этом. Поэтому дело не в том, что я оптимист или пессимист. Дело в том, что я вообще такой черный пессимист внутри. Вы не смотрите, что я все время улыбаюсь. Вот. Я просто понимаю, что американцы, они могут драть глотку, они могут кричать там против абортов, против чего угодно. Как только дело коснется их собственного брюха и кармана, как все поменяется. Вы даже себе не представляете, хотя, конечно, и среди них есть где-то процентов 25-30 людей, которые я видела сама лично, которых уже поувольняли, отняли у них все деньги. Они говорят, если это для Америка Great Again, тогда ладно, я потерплю. Но опять же, терпелка, она хороша там 2-3 месяца, они себе просто не представляют, в какую пучину ввергнет вот этот вот дилетант всю нашу страну. И вот сейчас, кстати, пример с Китаем, когда ему Си показал, кто в доме хозяин. И это все разламывание для того, чтобы потом делать чудовищные усилия для того, чтобы вернуть хотя бы хоть какую-то часть. Знаешь, для меня немножко такая загадочка, это по поводу расхождения глаз с мозгом. Мы при Байдене жили относительно спокойно и нормально, да? Учитывая то, что Байден был послековидным президентом, было да, все абсолютно. И у него еще 2 войны на него пришло. Да. И при этом он каким-то образом, Трамп и его эта конспирологическая пропаганда, она сумела убедить почти половину страны в том, что на самом деле мы не жили при Байдене хорошо, и наша страна вот-вот свалится в такую жуткую пропасть. И она не свалилась только из-за того, что выбрали Трампа. Но поверьте мне, даже те жуткие обещания, которые для нас были жуткие, кстати, в этом кроется тоже. Дело не в том, что расходится вид деятельности Трампа. Дело в том, что для нас плохо, непорядочно и нехорошо,
для вот этой части людей оно для них круто, клево, и вот те же передразнивания, коверкание фамилий, передразнивание инвалидов, это для них все круто, клево и здорово. Вот, поэтому к чему я все это вела, конечно, я уже забыла у меня. Вот, и поэтому они рано или поздно они поймут, потому что даже те самые обещания, которые дал Трамп им, которые нам казались ужасными, он провалил все. Он избрался на понижении цен. Этого не произойдет. Цены растут, и они будут расти еще. Второе, на том, что он вышлет всех черных иммигрантов отсюда. Он обещал выслать 12 миллионов. Не сделает он это, потому что, например, как только они начали высылку, Стивен Миллер тут же объявил, потому что у нас оголились поля, и некому стало собирать урожай. У нас половина контрактников вот этих – это нелегалы, это люди, которые ожидают своего статуса, и они работают на самых тяжелых работах, на которых не будут работать американцы, потому что никто, даже те же фермеры, не в состоянии платить своим работникам столько, сколько нужно платить, будь они как бы легализованными здесь. Соответственно, вся фермерская продукция и все остальное с высылками мигрантов тоже возрастет. Вот он, и, значит, высылка, понижение цен, и третье, прекращение войны, которое тоже не произошло и не произойдет. Именно остановить он ее, возможно, то есть он пытается сделать все. Я не знаю, насколько удастся вот это вот давление на Украину, и как далеко они могут зайти в этом. Хотя я подозреваю, что при таком подонистом человеке это все может, в общем, быть, я имею в виду Трампа. Вот. И четвертое, тарифная политика, которую сейчас я договорю, которая вернет, тарифная политика, которая сделает Америку богатой. Вот ни одно из 4 обещаний, данных своему электорату, на котором этот электорат на руках его вознес на трон, Трамп не выполнил, и не выполнит, и не сможет. Поэтому эти люди, они рано или поздно тоже это поймут, потому что демократы сегодня избрали очень хорошую повестку на своих всех каналах именно о том, что Трамп вас обманул. То есть они обращаются уже напрямую к электорату Трампа: Трамп вас обманул. Это вот там, это очень хороший слоган, потому что дальше они рассказывают и так далее, но повторено это 10 раз, может быть, у кого-то упадет на хорошую почву, и они поймут, что даже если они такие, сука, расисты и сволочи, что они хотели, чтобы всех там иммигрантов отсюда выслали, они поймут, что что-то не так, что раз они за это голосовали, этого не происходит. Это должно все равно сработать, но детонатором основным, конечно, будут брюхо и кошелек. Отнятие программ, прикрытие всяких дотаций, бенефитов, повышение цен. Они еще поймут, как хорошо мы плохо жили при Байдене. Так, ну тут мы уклонились чуть-чуть от нашей темы конспирологии, то есть это всегда, конечно, полезно, вот то, что ты сейчас сказала, напоминать мы никогда не устанем, и это очень полезно напоминать, безусловно. Но если возвращаться к тому, мы уже долго достаточно в эфире, сейчас у нас немножечко еще остается времени, если мы хотим все-таки закончить эту тему с конспирологией, то ты вот упомянула там Маска и всех вот этих вот людей. Я что еще хочу сказать, возвращаясь к пакетику с кокаином, да? Ведь они же, одна из основных этих тем конспирологии, это то, что Зеленский, значит, наркоман, они все, которые к нему там ехали, вот эти главы европейских государств, соответственно, тоже должны ему привезти эти пакетики. Кто у нас наркоман, вы меня извините, пожалуйста, точно доказанный? То, что Зеленский не наркоман, это, в принципе, известно нормальным людям. То есть были на эту тему разборы, там же всегда были вот эти, что у него какие-то там рассыпанный кокаин на столе. То есть они ему везут пакетики кокаина из Европы, а то в Украине кокаин купить негде, да? Ну, лучшего качества, может, я же не знаю, но хорошие везут, понимаете. Вот, но были разборы, все эти фейковости этих видео, опять же, и фотографии, что у него якобы там какой-то кокаин рассыпан, а на самом деле это просто стол, были сравнения. Я, кстати, хочу, между прочим, такую небольшую рекламу сделать. Есть единственный, ну, я не знаю, единственный или нет, но очень важный русскоязычный сайт, называется «Проверено». И это сайт, который проверяет фейки. И там, действительно, я знаю людей, которые там работают, они очень-очень ответственно подходят к своему делу.
И все практически завирусившиеся в русскоязычном пространстве фейки, они разбираются ссылками, с фотографиями и так далее, и так далее. Все, что вот это вы можете послушать, оно там будет. Подписывайтесь на это, проверено. Вот. Мне за это не платят, я просто, так сказать, сама люблю этот сайт. Вот. И там, что важно, кто у нас главный наркоман-то? То, что Илон Маск наркоман, вот это как раз известно. Почему вы про какие-то пакетики там с кокаином в виде салфеток разговариваете непонятно о ком, когда у нас есть свой Маск и свои, так сказать, еще тут, я уверена, куча... Потому что свой Кинг-Конг всегда алсу. Почему что? Свой Кинг-Конг всегда алсу. Окей, расскажи, раскрой эту мысль. Ну, потому что свой, потому что он наш не может быть плохой. Вот и все. Республиканцы – это безгрешные ангелы, которые ратуют за традиционную семью. И правильно, слушай, если совсем примитивно, то это все вот на самом деле в Румынии сейчас идет все то же самое. Что сейчас, если вы выберете левого, у нас здесь будут гейские браки, смена пола, трансгендеры, то есть что там только нет. Там такая бредятина несется. В Румынии там всего 20 миллионов людей. Там трансгендер 1 на миллион вообще. О чем вы говорите? О чем это вообще все? Потому что я на самом деле здесь знаю на полном серьезе, это тоже часть конспирологии, я на полном серьезе знаю здесь людей, которые проголосовали за Трампа, потому что испугались, что их мальчика вернут из школы девочкой. Ой, это мы даже эту тему даже не будем начинать, это еще на час разговор. Окей, так, я хочу вернуться немножечко все-таки. Значит, нет, да, ну я не уверена, что мы уже сегодня успеем это обсудить, но мы посмотрим. Во времени, давай уже договорим тогда. Хорошо, тогда я возвращаюсь. Значит, вот это вся, вы думаете, зачем мы вам эти сказки рассказываем про QAnon, там про вот это все, да? Потому что они настолько стали частью мейнстрима, въелись, так сказать, запустили свои корни в мейнстрим правой и ультраправой идеологии, что очень много было этого QAnon участвовала и в виде людей, собственно, и в виде идей, в виде плаката, в виде всего в штурме Капитолия 6 января, на минуточку. Тут возвращаясь к украденным выборам, да, и ко всему этому. Если вы думаете, что это какие-то маргиналы, которые сидят где-то там в подвале и ни на кого не влияют, ничего подобного. Я даже более того, я хочу даже показать парочку фотографий, просто чтобы вы понимали. Вот я сейчас попробую расширить. Я добавлю, что многие из них были осуждены, и Трамп их помиловал. Это само собой, да, он просто помиловал. Я знаю людей здесь, у меня в Нью-Йорке даже, которые ездили с цветами встречать выпущенных из тюрьмы этих деятелей 6 января. До такой степени. Люди, которых не знали, просто им сказали, что вот туда-то привезут людей, они взяли цветочки и поехали их встречать из автобусов. Окей. Ну вот видно, Ирма, посмотри то, да, что да, я... да. Да, но это вот как раз участие в одной из там акций каких-то, Пиццагейт написано, что это не фейк-ньюс, и что Пиццагейт – это настоящая вещь. Смотрите, молодые люди абсолютно, вот они в этих, значит, футболочках, да, это все трампийское какое-то ралли. Дальше. Посмотрите, вот это уже 6 января, посмотрите на минуточку, это известный персонаж, который его как-то называли, я не помню. Вот все, что ты показываешь, это такая палата номер 6. Это 6 января, Ирма, вот это вот прям... Я понимаю, да? я знаю, кто это. Это не фотошоп. Значит, тут написано Q, меня послал Q. Это вот этот известный персонаж, знаменитый, которого показывали по всем каналам, один из главных узнаваемых лиц 6 января попытки переворота в Капитолии, написал, что его послал Q на минуточку. Посмотрите, да? Окей, ну, Трамп 2020, понятно. Дальше, вот это их символика. И вот, если вы где-то увидите, я хочу немножечко просветить аудиторию, чтобы они имели хотя бы какое-то, вооружены были хоть каким-то знанием в руках, что когда они увидят определенные символы, чтобы они знали, откуда ветер вообще дует, откуда ноги растут. Вот это вот их одна из главных их фраз. Во-первых, как мы говорили, проснитесь, встаньте, да, а вот во-вторых, это означает where we go one, we go all. Куда идет один, туда идут все. И вот это сокращение, что это значит, не спрашивайте, но вот это сокращение они его вставляют. Если вы видите вот эти буквы, все, значит, это QAnon, это конспиративная теория. Сейчас мы поговорим про вот это вот немножечко, да, вот.
Ну и дальше вот, пожалуйста, смотрите, Трамп 2020, и вот вам эта фраза «Where we go one, we go all». Окей. Теперь возвращаясь вот к этому, к этой картиночке, посмотрите на нее, мирное небо, да, пролетели самолеты. Сейчас садитесь поудобнее, повторю опять же, тетя расскажет вам сказочку. Значит, когда я возвращаюсь к моей Мексике, вот это называется «Вы жалуетесь или хвастаетесь», вот я, значит, провожу там некоторое время зимой в этой самой Мексике, и вдруг вот в этих группах фейсбучных, экспатовских я начала видеть, причем не одно, не два, а прямо потоки комментариев, они друг с другом разговаривали, такое впечатление было, что эти многочисленные люди знают вообще, о чем они говорят, вот, подмигивают как-то друг другу, ну мы-то там типа знаем, и вдруг, значит, они начали обсуждать химтрейлы. Вот это слово, которое хотела обсудить. Значит, Да, я поняла. трассы. Я просто, ребята, если вам еще кажется, что недостаточно бреда, то, ну, у вас есть высшее школьное образование, потому что не потому, что все эти многочисленные инженеры, да, большая часть русскоязычной, еврейской, постсоветской эмиграции имеют высшее образование, кичатся своими знаниями математики, физики и вообще там и так далее. Вот как вы можете всерьез, да, сейчас мы придем, почему мы это обсуждаем, почему мы этот бред обсуждаем весь. Вот, и они начали обсуждать. Вы видели, что сегодня происходит на небе? Я такая, я сижу там, значит, что, ну, солнышко светит, море синее, красивое, да? Анька Вот, в небо смотрит, короче. да, ну, на небе там самолеты иногда летают, облака какие-то и так далее. Выясняется, химтрейлы – это след за самолетами белый, который вы сейчас видели на моей фотографии в небе, это они называют это химтрейлами. Что такое химтрейлы? Это не просто, да, казалось, ну хорошо, да, за самолетами след, мы все знаем, если вы изучали школьный курс по физике, вы знаете, что такое химтрейл, это я даже не буду рассказывать, это какой-то конденсационный след, который, значит, самолет за собой оставляет. Окей. Но оказывается, все не просто так. Оккупационное правительство, оккупационное это вот этот deep state, Deep глубинное State, да. правительство, да, которое на самом деле борется с Трампом, оно распыляет тайно с пассажирских самолетов некоторые химикаты. А если тайну, почему мы все это видим? Потому что мы думаем, нам в школе на уроках физики задурили мозги, что это невинная конденсация воды. А на самом Да. деле, подожди, тебя же физики учили в школе, это тебя все обманывали. А на самом деле они используют под прикрытие вот этих следов, что на самом деле это страшные химикаты. Причем они каким-то образом умеют отличать настоящий обычный след самолета от вот этих, значит, зловредных химтрейлов, потому что обычный он типа узкий исчезает, а вот тот, который расширяется и становятся такие широкие трассы, типа белые на небе, они туда и сюда идут, там решетку создают и так далее. Вот это вот вас травят. Теперь вопрос, зачем это нужно? Они все это знают точно, они все перемигивались и заговорили, как сегодня у нас с химтрассами обстоит. Они говорили, ну сегодня ничего, нам дали подышать. Я когда увидела вот это «нам дали подышать», я такая, окей, тут меня сработало, я полезла вообще проверять, о чем речь идет. В другой день они говорят, сегодня особенно плохо, прям с 10 утра начали, и вот никакой жизни нам сегодня не будет. Значит, что, зачем это делается? Разные на эту тему есть теории, значит, самое распространенное – это влияние на погоду. Значит, они создают такие искусственные облака, которые должны закрывать солнце. Теперь зачем нам влиять на погоду? Искусственные облака. Искусственные облака. Почему? Потому что они борются с придуманным потеплением. Вот видите, я даже Ирму развеселила. Вот уже не зря этот эфир провожу. Да, Значит, абсолютно. Мне вообще весело с самого начала. Ну, да, вот, давай, да, да. даже я умудрилась Ирме рассказать сказочку интересную. Значит, смотрите, вот, вы знаете самую главную теорию демократов, которой они решили сгубить весь наш мир. Это теория потепления климата, которая, конечно же, вся неправда. Демократы это придумали, чтобы проредить численность населения. Значит, под борьбу с потеплением климата, что демократы решили сделать? Глубинное государство. Часть населения сократить, чтобы поменьше людей на планете жило, да, то есть надо каким-то образом извести народ, поубивать. И вот они борются с этим потеплением климата. Во-первых, проредить население, во-вторых, химикатами, от которых возникает астма там, и прочие вещи, и люди начинают умирать, кашлять начинают, они все ходят кашляют, потому что они от этих химтрейлов, значит, кашлять начинают. И более прямолинейно это то, что надо закрыть солнце, чтобы понизить температуру, потому что уже придуманное фейковое глобальное потепление, как и фейковый ковид придумали демократы, да,
И мы с этим, они теперь, значит, борются с потеплением климата тем, что они вот это облаками, значит, искусственными закрывают солнце, даже в этой солнечной Мексике, то есть эти ребята приехали в солнечную Мексику, понимаете, вот, а чтобы скрыться, избежать этих страшных демократов с их страшными химикатами, они их догнали и там. Баки с химикатами ставятся в туалеты самолетов. Вот вы когда в следующий раз летите в самолете, поглядитесь в туалете, нету ли там бака с химикатом. А иногда они даже заходят так далеко, что говорят, что это специальные самолеты красят под пассажирские, то есть нас обманывают, мы думаем, что это пассажирский летит самолет, а на самом деле это вот этот специальный страшный самолет распыляет страшные химикаты. И они это все обсуждают десятками, сотнями комментариев в группах. Эти люди, американцы, которые, я думала, ну все-таки должны как-то общий уровень интеллектуальный как-то поддерживаться, но нет. Они говорят, ну как с утра сегодня, как у нас сегодня на небе? Да я смотрела, ну пару пролетели, уже начнут скоро, надо успеть на пляж сходить, пока они через пару часов нам солнце не закроют. А дело, что Мексика, ну это тропики же, да, там в тропиках погода вообще знаменита своей переменчивостью, то есть даже когда там бесконечная жара и всякое такое, постоянно закрывает небо тучами, постоянно начинает дождь, и посреди там теплый вот дождь прошел, потом он опять солнце светит через 5 минут, ну это тропики, известно, что там такое происходит. Но нет, закрыло все. Вот вы же видели, с утра было солнце, а теперь у нас льет дождь. Это вот химтрассы и химтрейлы. Почему я рассказываю весь этот идиотизм? Сейчас мы придем к любимой теме Ирмы. Потому что кого Трамп нам назначил министром здравоохранения? Он нам назначил Роберта Кеннеди-младшего. У тебя нету видео случайно показать? Нету. Ой, какая жалость. Друзья, пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, просто не поленитесь, зайдите, посмотрите любую его речь, вы не пожалеете. Не пожалеете. Я вам обеспечиваю сон в холодном поту, такой хоррор на ночь. Это просто, вот знаете, персонаж, которого надо показывать, вот дети, как не надо. Да, он сумасшедший абсолютно, он совершенно сумасшедший. И его, да, реально, ребят, посмотрите, найдите его и послушайте, но его назначили на минуточку министром здравоохранения, никакого у него, естественно, образования на эту тему, вообще ни близко никаких квалификаций на эту тему у него нет, кроме того, что он известный конспиролог, он известный антипрививочник. Я сделаю отдельную передачу про антипрививочничество и вот всю медицинскую сторону вот этого всего, и я приглашу, может быть, и Ирму, и у меня есть человек, врач, достаточно известный русскоязычный врач в Нью-Йорке, который тоже, возможно, со мной поговорит об этом. Поэтому медицинскую сторону мы сегодня трогать не будем, но начал он с прививок и с антипрививочничества, с аутизма, тоже ты сейчас на эту тему можешь поговорить немного, и он решил создать реестры аутистов, то есть он начал бороться, ничего это вообще не напоминает, нацистов, которые боролись с душевно больными, там создавали все эти там реестры и так далее. Вот. Но и тут он через какое-то время вышел и начал разговаривать про химтрейлы. Он верит вот в эту конспирологию, и он является... А как это с аутистами связано? Я что-то не очень поняла. С аутистами, сейчас я расскажу про аутистов прививки, это не химтрейлы. А химтрейлы, да, он вдруг вышел и начал с химтрейлами разговаривать. То есть наш, и повторю, если кто не понял, министр здравоохранения Америки распространяет конспирологические теории про химтрейлы. Если вы сейчас посмеялись в самолете, пока я это все рассказывала, да, как вот Ирма смеялась, сидела, то подумайте, что эти теории продвигает министр здравоохранения, и не просто продвигает, а он нам сказал сейчас, что он выступил, сказал, при мне никаких химтрейлов не будет, я клянусь, я не придумываю, при мне никаких химтрейлов этих не будет, он наймет специального человека, который займется этим вопросом, выяснит, кто занимается химтрейлами, чтобы остановить эту страшную практику. Ребята, вы деньги экономить собрались? Они нам все, вот эти окружения Трампа, нам будут экономить федеральные деньги, он наймет человека, который будет заниматься тем, чтобы бороться с химтрейлами, которых не существует. Слушай, ну давай начнем, на минуточку отвлечем внимание, что вы никогда не забывайте, господа, кто не слышал или не интересовался, что Трамп это человек, который заявлял, что вирус ковида – это democratic hoax, что это, то есть придуманный демократами, и предлагал от него пить блич, отбеливатель, который да, дезинфицирует, а почему бы его не попить внутрь, пусть он и внутри все продезинфицирует. Это так, чтобы вы поняли уровень медицинских знаний этих людей.
Да, ну, естественно. Насчет, ты спросила, как с аутистами связано. Две минуты, то есть 2 секунды даже. Э, есть такая теория, одна из самых страшных конспирологических теорий в мейнстриме, причем совсем в мейнстриме, связана с тем, что якобы прививки от кори вызывают аутизм. Произошло это, началось это, опять же, я не буду сейчас говорить, потому что у меня отдельный эфир я хочу сделать на эту тему. Началось все это с того, что вышла в Ланцете, в знаменитом медицинском британском журнале, статья человека, который я сейчас, у меня нет фамилии, потому что я не готовилась к этому эфиру об этом говорить, который написал статью о том, что с его точки зрения там алюминий в прививках от кори вызывает, связан с аутизмом. И очень много людей на это повелось, поверило в это. Ну, естественно, родители, у которых крошечка, малышечка там родилась, и тут ей что-то будут колоть с алюминием, и не дай бог аутизм, который начал расти. Уровень аутизма, естественно, в мире начал расти в западном. Это известно. Непонятно точно почему, но есть на эту тему теории, никак не связаны, естественно, с прививками. Статью в Ланцете отозвали. Ее потом, естественно, сказали, развалили полностью, сказали, что там вся методология была неправильная, ее отозвали и убрали, но все, теория пошла в народ. Прививки аутизм. И вот почему-то для РФК именно тема аутизма важна, почему, я не знаю, то ли у него в окружении что-то есть, очень многие люди, у которых в окружении аутизм, они готовы, а их эта тема, естественно, интересует, но они готовы там цепляться за какие-то соломинки и всякое прочее, то ли просто это удачно легло во всю его теорию конспирологии, то ли я пойду еще на шаг дальше. И опять напомню вам про нацистов, которые боролись наравне с евреями, там, цыганами и геями, они боролись с душевно больными. Душевно больные на сегодняшний момент это такие, которых все видят, знают и пытаются интегрировать в мейнстрим. Это аутисты, они не душевно больные, я это знаю, я уже вижу твое выражение лица, я знаю, что это не психиатрическое заболевание, но так сказать, в народном сознании, это те люди, про которых все время говорят. То есть детей с синдромом Дауна не так много. Слушайте, да, И так с которыми боролся там Гитлер условно, а это вот и он пытается создать реестр аутистов, чтобы люди смотри, регистрировали детей больным аутизмом. У Гитлера была совершенно четкая повестка на эту тему. Гитлер, как и РФК, боролся за оздоровление арийской нации, поскольку он считал, что аутизм – заболевание генетическое, как и синдром Дауна. Он предлагал избавляться от этих людей, чтобы они не производили себе подобных. У РФК, скорее всего, я не знаю вообще, на самом деле, друзья мои, у меня есть прекрасная статья, но она прекрасна не потому, что она моя, она прекрасная по содержанию и по интересности, да, информации, потому что на самом деле в семье Кеннеди, мы все знаем про Роберта Кеннеди, знаем про Джона Кеннеди, но большинство людей не знает, что была там некая Розмари Кеннеди, их сестра. Она была как раз аутистом. И папа, то есть дедушка нашего РФК, да, он дедушка, получается, да, он ей сделал принудительную лоботомию на всю жизнь, сделав ее, то есть она ходила, она говорила, она была достаточно веселой, улыбчивой девочкой, зайдите, посмотрите, у меня есть ее фотографии, и вот они с мамой приняли решение, поскольку они готовили для 2 своих сыновей, в том числе один из них, я так понимаю, да, РФК и отец. Вот. Они готовили блестящие политические карьеры, они сильно боялись, что наличие сестры подобной, которую, ну, на то время нецивилизованное темное общество, вот, которое Great Again, оно считало это неким браком родовым, они очень боялись, что Розмари очернит им репутацию. Поэтому они ей сделали принудительную лоботомию, после которой она потеряла речь, не смогла ходить, стала писать под себя. Они на всю жизнь заперли ее в сумасшедший дом. Ее мать приезжала туда всего лишь 1 раз. Зато в конце жизни она страшно сокрушалась, за что Бог отнял у нее 2 сыновей. Хотя, казалось бы, в сумасшедший дом до конца жизни можно и без лоботомии было запереть, если было. Ты знаешь, это вот по поводу Great Again. Вот все это Great Again, я просто, понимаешь, у людей, ностальгирующих по Америке 60-х, создается совершенно неправильное впечатление. Это время, когда женщина не имела никаких прав. Ты должна была молча убираться в квартире, готовить и улыбаться. И если ты это не делала, мужчина мог позвонить
и по звонку твоего мужа приезжала машина, и прямо в этой машине могли сделать лоботомию. И женщина становилась тихой, покладистой и прекрасной женой. Это лоботомия, это крайний даже вариант. А ты еще больше было случаев, ведь антидепрессанты, как Не, ну девчонка, антидепрессанты, вообще на них сидело 80% вот, людей. домохозяек. Это же было Да-да-да. лекарство для домохозяек, чтобы женщины были спокойные, добрые и, так сказать, не плакали, не злились непонятно почему, да, то есть это было чисто, Поэтому конечно. я не знаю, то есть как конкретно, что там сидит у РФК в голове, потому что я подозреваю, что там вообще уже съеден мозг, потому что 17 лет тяжело. Червем. Да, тяжелых наркотиков 17 лет, и человек заикается, моргает, у него постоянные заговаривания, просто Так он сам послушай. говорил про червя в мозгу, это же я не шучу. Да, поэтому, но я вам скажу, что все это достаточно, понимаете, конспирология, над ней можно смеяться, но на полном серьезе у нас, когда вот кто-то слышал наверняка о рептилоидах, у нас мужчина в Калифорнии убил своих 2 малолетних сыновей, потому что боялся, что жена демократка передала им ген рептилоидов. Он отвез их в Неваду и закопал их в пустыне. На суде этот человек сказал, что был уверен, что он спасает планету. Вот это то, что делают вот эти пропагандоны, распространяя свою чуму насчет рептилоидов и всего прочего. Поэтому вы не думайте, что это так все смешно и весело. Потому что я Вообще не смешно. Это вот когда я услышала про реестры для аутистов, тут у меня вдруг, да, лампочка-то зажглась. И мало того, когда я слышала про химтрейлы, я тоже смеялась. У меня был ужас от того, сколько людей Слушай, ну если они, обсуждали это, но когда начал министр здравоохранения запустил про химтрейлы, я аж вздрогнула. То есть Слушай, я... ну давай смотреть правде в лицо. Мы идем к религиозному национализму, к тоталитарной стране, которая будет управляться диктатором. В правом обществе, правое общество, оно вообще людей вот с такими гандикапами, условно говоря, да, оно их не считает за людей. Они считают, что это Ну, просто конечно. пустая трата денег на людей, которые создают ненужный балласт на шее счастливой Америки. Поэтому Да. я совершенно не удивлюсь, кстати, лично знаю людей, у которых, поскольку у меня дочь с аутизмом, я знаю лично людей, у которых точно такие же дети, которые пошли и прекрасно проголосовали за Трампа. Вот я сейчас посмотрю, когда им обрежут их IHSS и программы, которые у них есть там по дейкеру или почему-то еще, вот как они запоют и завоют. А в Потому реестре они своих детей регистрировать побегут первые, как ты думаешь? Ну, видимо, да. Но они просто не понимают, что они наделали на самом деле. Они почему-то свято уверены, что все, что они сделали, их не коснется и обойдет. Но это коснется абсолютно всех. Да. Вот. Я когда ходила делать вакцину, там вдоль дороги стояли люди с плакатами, они не нападали на нас, но они Вакцину от нас... ковида ты имеешь в виду, да? Да, они достаточно агрессивно кричали, чтобы мы не ходили, потому что нас будут чипировать, и мы станем сумасшедшие и все такое прочее. И у этих людей абсолютно свернуты мозги. Я еще раз повторюсь, они подожгли дом губернатору, и один его чуть не прибил. Другие убивали мужа Нэнси Пелоси. Третьи устраивали стрельбу сафари. И, то есть это очень серьезно, и это очень страшно, потому что, подсев на эту телегу, люди оттуда выкарабкиваются с очень большим трудом, а некоторые не выкарабкиваются вообще. Наши советские, постсоветские люди, как самые, кстати, вот ты говорила, вот люди, которые там инженеры, физики, слушай, они сначала совки гребаные, а потом они уже инженеры и физики, поэтому Да. это даже не надо брать в расчет. Поэтому это все очень страшно. И надо хорошо понимать, что сейчас с эпохой соцсетей в нашей жизни происходит такая монета, то есть это 2 стороны одной монеты. С одной стороны, соцсети – это прекрасно, потому что мы получили возможность общаться друг с другом, узнавать информацию и так далее. Но есть люди, которые этим воспользовались совершенно не так. Это точно так же, как печатный станок. Печатный станок был изобретен для того, чтобы печатать газеты, и люди узнавали новости. Но одновременно с этими новостями мир погряз в информационной лжи, просто в говне информационном. Вот то же самое происходит сейчас с соцсетями. Мир тонет в информационном говне, потому что, как с грустью оказалось, цивилизация не научила людей ни к чему. Она не научила их сортировать и анализировать.
Поэтому они как губка впитывают любое. А где можно впитать любое, там найдутся профессионалы, чтобы налить в эти пустоты всякого говна. В принципе, да, вот я закончила нож, можно ножом резать хлеб, а можно ножом пойти и кого-то убивать на парковке. Но я не из тех людей, которые говорят, тогда запретите ножи. Нет, это будет тоже неправильно. То есть создать какое-то министерство правды, которое будет фильтровать вот этого, потому что я везде подписываюсь в Министерство правды, когда я участвую в Юру в эфирах, создать некое Министерство правды, которое будет фильтровать свободу слова от свободы лжи, это не будет вариантом. Точно так же, как люди предлагали не допускать до выборов всех подряд, чтобы люди перед выборами хотя бы проходили какое-то элементарное интервью, вот, чтобы они не могли. А Но кто опять, а судьи кто, да? Кто вот, будет да, устраивать интервью? А то вот это, да, я знаю много людей, которые мечтают устроить интервью, только не с той стороны, да. кто будет Первый этим? вопрос будет, были украдены выборы 2020 года или нет? Нет, голосовать не можешь. Все, вот вам и интервью будет. Безусловно. Ирма, это прекрасная идея. Я думаю, что мы с тобой вкладываем наш, как и все гости на канале Юры Рашкина, и я надеюсь, что на моем канале, мы все будем вкладывать это, свои кирпичи вот в это, потому что образование, да, то есть единственное, что может людей спасти, это чтобы они слышали какую-то правду, какое-то разоблачение фейков, поэтому надеюсь, что такие эфиры, как наш, они тоже вкладывают свой маленький-маленький гвоздик в общий Конечно, снос. надо делать это планомерно, часто, и капля камень точит, потому что противостоять этому можно только так. И сделать доступное, бесплатное высшее образование. Вот если что-то и было хорошее в Советском Союзе, это бесплатная медицина и бесплатное образование. Но заметьте, что теперь-то наше высшее образование пытаются разогнать к чертям, потому что Трамп прекрасно понимает, откуда идет опасность академическая. Диктаторам не нужны были образованные люди, точно так же Конечно, они не нужны были в России после революции. конечно. Ну, я думаю, мы на этой ноте, так сказать, закончим. Мы уже в эфире достаточно долгое время. Я надеюсь, что зрители с нами остались и дослушали все-таки. Честь вам и хвала, если вы нас дослушали. Они выключили посередине. Мы продолжим, безусловно, и эту тему, и еще многие темы. Спасибо, Ирма, за то, что ты помогаешь тоже просвещать людей и Спасибо. рассказывать им правду. И подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Ирмы и Facebook Ирмы. Я не знаю, Ирма, у тебя есть свой канал? Ну, есть, но я его особо не развиваю, поэтому у меня На Facebook. самая Вот. активная страница Facebook, да. Да, подписывайтесь на ее Facebook. И до новых встреч. И спасибо вам большое еще раз. И тебе спасибо, Ирма. Пока-пока.